Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Easy Music. Меня зовут Даша Монакова, я вокальный коуч, певица, сонграйтер. И, наконец-то, счастливый выпуск настал. Я долго ждала этого момента, долго ждала это выступление и хотела сделать на него реакцию. Наконец-то это выступление появилось, и оно вышло, и я готова реагировать и оценивать. Я думаю, все вы, безусловно, рады видеть и слышать замечательную девушку Данелию Тулешеву. Она выступила на полуфинале конкурса America's Got Talent. Мне не терпится это увидеть снова, потому что то выступление, которое было на отборочных турах, оно было потрясающим, великолепным. Мы все узнали замечательную певицу Фаузию, мир узнал Данелию Тулешеву, все срослось. В этот раз Данелия выбрала песню Harry Styles «Sign of the Time». Это одна из самых моих любимых песен, она такая эмоциональная, и я думаю, это будет очень душещипательно. И, кстати, я останавливаю, поэтому кому не нравится реакция с остановкой, может посмотреть полное выступление, а потом возвращаться ко мне и смотреть реакции с остановками. Это все. Окей, погнали, давайте смотреть. I wanted to be the singer like Ariana Grande, Beyoncé, Billie Eilish, and of course, Shawn Mendes. He's like a god, and I love him. And it feels like... Данелия может отбить Шона Мендеса у Камила Кабея. Он просто услышит, как она сейчас поет эту песню, и все. О, очень длинный мелизм. Поет очень красиво, и на оригинал вообще на самом деле не похоже. Она поет в своей манере, не в манере Гарри Стайлса точно. Заметьте, что очень такой R&B вайб пошел, очень много назализации в звуке, очень много движения гортани на мелизматике. Носа много и гортань. Красиво, очень красиво. Фальцет. Красиво переходит с фальцета на плотный смык. Много носа, очень много носа. Sound the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Сочетание с воздухом это еще круче. Что мне очень нравится, так это очень хорошая балансировка твенгового звука, то есть она моментами делает ау, моментами то есть моментами рот, моментами нос, и очень хорошо это все сбалансировано. Естественно, если бы этого твенга у нее бы не было в голосе, она бы не спела бы эти мощные ноты. И все, конечно, очень звучит по-западному, то есть прям школа западная, американская школа, американская фонация у нее, и в том числе из-за этого твенга тоже. Очень глубоко позиционирует. Чуть-чуть хотелось повыше, чуть-чуть не тянуло совсем. Все, круто.
Конец потрясающий, потрясающий, просто великолепно. Это была такая смесь очень тонко смыкаемого звука, чуть-чуть приспущенная гортань и немножко носа, что как раз нос отвлекает от такого более классического позиционирования, поэтому он такой очень интересный получился. У меня аж мурашки пошли, потому что он очень аккуратно у нее сделан. Давайте сейчас немножко выскажусь по поводу выступления. В данном выступлении мне, наверное, не хватило еще большего надрыва. То есть, например, да, если мы возьмем оригинальную запись Гарри Стайлса, так как все-таки он поет в мужском диапазоне, и когда он выходит вот на эти ноты «We got to get away», вот эти всякие высокие ноты, конечно, у него слушается это более контрастно, более, наверное, тяжеловесно, что дает больший драйв, наверное, в голос и большую контрастность. Что касается Данелии, ей эта песня очень подходит. Она хорошо мне слушается, очень красивые мелизматики были, да, причем с достаточно раскачанной гортанью. И носа много, и гортань, да, вот этого очень много было. Причем динамически она тоже очень красиво выходила на разные фразы, да, где-то тише, где-то громче, и динамика была потрясающей. Но мне не хватило вот этого нерва. Вот прям нерва не хватило, то есть песня какая-то короткая была, хотелось еще побольше, какого-то развития, то есть как-то ее урезали, я понимаю, что тайминг определенный должен быть на телевидении, но, конечно, хотелось еще больше. Все логично выстроено, от тихого звука к более громкому звуку, к какой-то кульминации, то есть такой график-шоу, да, от меньшему к большему. Белтинг отличный, моментами она вот, не знаю почему, чуть-чуть натянула там нотку одну, потом она стала в более высокую позицию, и получилось все прекрасно. Но ноты для нее, я не думаю, что очень высокие, но хотя у Данелии далеко не сопранистый голос, у нее такой он достаточно плотный, достаточно мясистый, достаточно звонкий, тванговый, но высокая нота, ну какая самая высокая была здесь? Ну, болтовая нота до диез, да, она на грани была, это такая нота переходная очень многих, она не такая уж простая, эта нота. Что мне лично понравилось, это то, что она попробовала в этой песне выжать из нее максимум, по сути. То есть она показала все техники. Она и на фальцеты уходила, на такие флажолеты небольшие. Белсинг был, да, микста только не было, единственный момент. А мне кажется, что ей могли дать покруче песню, как Stone Cold, например, которую напела на голосе Украина. Дайте ей такую мощную песню, чтобы прям вообще разрыв был. Эта песня крутая, как я сказала раньше, это моя любимая песня у Гарри Стайлза, и она просто разрывает на эмоции. Но здесь конкретно то ли урезали, то ли не знаю, то ли конкретно не ее песня была, хотя спела она ее очень хорошо, очень технично в первую очередь. Heidi! I mean, so much maturity and so much grace at only 14 years old. I mean, it was absolutely incredible. Я, на самом деле, согласна с Хайди Клум, что это реально очень взросло звучало. Я иногда забываю, что этой девочке всего 14 лет. Слушаю ее голос, я слышу взрослую, уже профессиональную, состоявшуюся певицу, уже таких, ну, точно не подростковых лет. То, что она делает для 14 лет, но это не описать словами. I was blown away. I could not believe that giant voice was coming out of, you know, a 14-year-old like that. That you have such depth in your soul. It's amazing. I can't thank you enough for sharing that with me just now. I felt like I was watching a concert I paid a lot of money for. So thank you very much for that. That was 14 лет. Потрясающе. То есть, как бы, ты думаешь, откуда она вообще могла взять это все в 14 лет? Но это талант, безусловно. Это талант. Я надеюсь, что она пройдет дальше. Видимо, как мне сказали, надо голосовать. Это такое достаточно эталонное выступление для многих, потому что в мужском исполнении вы можете услышать эту песню, а вот как раз в женском. Я думаю, что в следующем туре Данелия пройдет 100%, и в следующем туре она покажет что-то более просто крышесносное. И это, конечно, уровень мировой. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилась моя реакция. Я попыталась отреагировать, конечно, очень маленький кусочек. Хотелось побольше, хотелось насладиться, вникнуть. Пишите свои мысли. Какая вам версия больше нравится, Harry Styles или
Данелия Тулешева. Какая вам версия больше нравится? Sign of the Time. Мне нравится, наверное, больше Harry Styles. Все-таки я считаю, что эта песня больше для мужского вокала подходит, и он больше как-то раскрывается в таком немножко Дэвид Боуи стайл. Хотя Данелия очень спела искренне и по-своему нежно, технически, красиво. Все было на высоте. Пишите обязательно ваше мнение. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайк за честное мнение, за разбор. И всем пока-пока.